Серкан показывает Эде свой дом. Она была в восторге, когда увидела лошадей. Эда просит их показать, но Серкан говорит, что они спешат. Выясняется, что они оба любят собак. Вдруг Эда узнает, что Серкан живет с родителями. Мама увидела их, и Серкан ведет Эду к ней знакомиться. Она говорит, что никогда не примет в свою семью флористку. Эда не позволяет себя унижать и признается, что она на самом деле не обручилась с ее сыном. И все это для того, чтобы вернуть Селин. Подруги Эды до сих пор спорят о том, есть любовь или нет. А Серкан, приехав с Эдой на работу, дает задание Лейле обучить ее всему, так как она будет еще одной помощницей. Энгин рассказывает Серкану, что проваливается экопроект, так как Акан Карадак в последний момент скупил больше земель под строительство эко-отеля, и теперь, скорее всего, тендер отдадут ему. Серкан все равно намерен бороться. Энгин обижается на Серкана, что тот ничем не делится. Он говорит, что Селин столько лет ждала предложения. А тут только появилась девушка, и он с ней сразу же обручается. Серкан назначает встречу Каану Карадаку. А Эде при виде маленького кабинета секретаря становится не по себе. Серкан, встретившись с Аканом в кафе, говорит, что не даст ему построить отель. «Уже дал», — ответил Каан. «Однажды я разорю тебя так же, как твой отец разорил моего», — добавил он. «Ты смешиваешь чувства с работой, и твой отец сделал точно так же, поэтому и разорился», — сказал Серкан. Вернувшись на работу, Серкан говорит Эде, что на сегодня хватит, и она может идти. Серкан дает ей кредитку и просит купить обручальное кольцо. Эда говорит Серкану, что начнет работу сегодня. Так как люди задают много вопросов, мать Серкана намерена организовать помолвку. Эда приходит в ювелирный магазин. Она просит маленькое колечко, такое, чтобы на руке и видно не было. «У нас еще никогда не выбирали так быстро обручальное кольцо», — говорит ей продавец. Серкан вспоминает, что у Эды от маленьких помещений клаустрофобия. Он дает задание Энгину немедленно снести стену и поставить стеклянную. Вдруг Эда видит свой поцелуй с Серканом на обложке журналов. Она скупает их и бросает в мусорку. По дороге у нее ломается машина. Проезжающий мимо Каан Карадак узнает ее и останавливается, предложив помощь. Тем временем Серкан назначил встречу и хлопочет над тем, чтобы приняли его проект. Эда благодарит Каана и говорит, что отправит ему цветы в знак благодарности. Пока господин Фикрет отошел, Серкан говорит, что он летит на совещание, и совет велит ему принять проект Каана. Поэтому нужно не дать сесть Фикрету в самолет. «И что же нам нужно сделать? Взять его в заложники?» – спрашивает Энгин. «Если понадобится», – ответил Серкан. Эда дает тетушке адрес и просит отправить цветы Каану Карадаку. Тетушка рассказывает, что приготовила много блюд. Эда говорит, что Серкан не ест жирную пищу. Провожая господина Фикрета, в коридоре Серкан встречает Эду.
Он знакомит их и приглашает его на завтрашний праздник в честь помолвки. Тот говорит, что у него самолет, но потом соглашается его перенести. Эда разозлилась на Серкана, потому что не знала о завтрашнем празднике. Серкан говорит ей, что это все из-за бизнеса, и нужно, чтобы завтра он не улетел на совещание, а принял у него важный проект. Серкану не понравилось кольцо, которое купила Эда, и он снова и везет ее в ювелирный магазин. Уходя из офиса, Серкан дает задание Энгину срочно собрать команду и переделать дизайн эко-проекта. В ювелирном магазине Эда говорит, что ей не нравятся большие бриллианты. Серкан просит не упрямиться, и Эда говорит ему самому выбрать. Ведь он наверняка знает, какое кольцо его достойно. Серкан выбирает кольцо. Эда просит включить его в контракт и говорит, что вернет по истечению срока. Далее Серкан звонит матери и просит завтра вечером у них в саду устроить помолвку. «Как же я так быстро всех успею пригласить?» — говорит мать. «Главное, не забудь позвать Селин», — ответил ей Серкан. Оказалось, что преданный слуга Сейфи уже обо всем позаботился, чем обрадовал свою хозяйку. Наступило время обеда. Серкан с Эдой пришли в ресторан с красивым видом. Эда спрашивает, почему Серкан не любуется. «Я обедаю здесь каждый день и знаю вид наизусть», — отвечает Серкан. «Но ведь все меняется. Облака, корабли», — говорит Эда. «Появилось много зданий», — сказал, посмотрев Серкан.